Привет! Вот, наконец-то обзор чудо-автомобиля. Поездки на этом чудо-автомобиле внезапно прекратились. В один день поехал в автомагазин за маленьким аккумулятором. Мой, похоже, был родной, еще японский, он подсдох. Нужно было купить новый. Приехал в автомагазин, взял аккумулятор, поставил, и машина не запускается. Поставил свой прежний обратно, то же самое, не запускается. Попросил в магазине взять, дать еще один аккумулятор, уже большой такой, 65 ампер часов, прикурить. Провода дали, вышел сотрудник, молодец. Ничего не получилось. В итоге притянул на тросе домой для ремонта. Выяснял, вот, и теперь снова машина на ходу. Завтра начну дальше наматывать километраж без бензина. В предыдущий раз счет остановился на отметке 1385 километров. Теперь будем продолжать. Приключения продолжаются. Вот поломка сегодня. Приехал утром в магазин менять маленький аккумулятор. Вчера с ним проблема была, разрядился. Сегодня хотел новый поставить. Приехал в магазин, купил новый аккумулятор и не смог его привезти домой. Поставил на место старого, но результат такой же. Вот возвращаемся на галстуке опять. Как опять, первый раз заряд кончился, когда только ее пригнали в город. И вот поломка. Сейчас едем. Опять супруга буксирует. Она впереди, я сзади. Вот так едем. Снова на бензиновой машине. Хорошо, мягко, тепло. Можно на свете не экономить, не думать, насколько ж там пробега еще хватит. Вот. Сейчас заедем на Лукойл, зальем полный бак. И так каждую неделю, пока не смогу понять, что же случилось с электрической. Вот уже не по 46, а по 46,81. Купил диски. Это вот с такими покупал машину, какие остались. И вот сегодня забрал с транспортной компании от Honda из Владивостока. Приехали. Мне чем понравилось. Да, отверстий для крепления очень много. Они то ли универсальные, то ли не пойму. Должны подойти. Но проверю, посмотрю. По 4 болта. Как-то так. Шины. До этого шины взял новые. Шины уже есть. Теперь к зиме готов. Осталось только машину починить. Сегодня будем заниматься. Просили сделать обзор автомобиля, но поломался. Самый неподходящий момент. Видео там снял, как что. Вот. Что поломалось, сразу не определил. Вот 2 недели ремонтировал, изучал, бился, читал интернет. Спасибо, кто помогал, присылали ссылки на материал, который нужен по электрике знать, чтобы ремонтировать. Вот. Сейчас вот автомобиль на зарядке. Мигание синей лампы означает, что зарядка идет. Заряжается. Уже несколько запусков. Запусков машина стартанула. Это вот запуск автомобиля. Прошло успешно. Сейчас попробую проехать, как она поедет. Было так, что один раз запустилась. Позавчера, по-моему, вперед едет, задняя не работает. Вот сейчас попробовал, вроде туда-сюда толкает, и взад, и вперед. Мотор ее толкает. Но тут дверь открыта, удлинитель, переноска.
далеко не ездил. Сейчас попробую прокатиться. Проблема была в чем? Вот здесь блок управления двигателем, да, один вот блок зарядки от 220 вольт. Сейчас вот гудит помпа, перекачивает антифриз, охладитель. Охлаждающая жидкость охлаждает эти два блока. Здесь, в этом блоке, вот здесь 3 провода. Опа, зря докоснулся. Наверное, ошибка произошла. Сейчас пойду посмотрю. Нет, вроде все горит. В этом блоке, так, осторожно, правые 2 провода, это вот 2 провода идут из батареи. 350 вольт я проверял, но там в зависимости от уровня заряда батареи больше, может быть, наверное, меньше. И справа 3 провода, вот я пронумеровал их, когда разбирал. 1, 2, 3, 3 фазы, я так понял, на мотор идут, мощные толстые провода. Вот, и что я узнал? Когда машину хотим запустить, поворачиваем ключ зажигания и дальше запуск двигателя, ну как на бензиновых там стартер. В это время контакторы, которые находятся внутри большой батареи, подают напряжение сюда на блок управления двигателем. В блоке управления двигателем стоят конденсаторы большой емкости, которые от этого напряжения заряжаются, чтобы, ну, конденсаторы, когда разряжены, они потребляют большой ток, чтобы, ну, как бы не было вот таких электрических ударов или как бросков. Получается, тут по сути, когда конденсатор разряжен, там ток короткого замыкания, чтобы вот этих перепадов не было, нагрузки, чтобы там все цепи, там предохранитель 280 ампер стоит, контакторы, чтобы не искрились. Первый запуск вот этого подачи напряжения для заряда конденсаторов подается через сопротивление, через резисторы. Дальше, когда напряжение подано в этот блок, в нем стоит устройство делитель резистивный. Обычно два резистора, которые делят входное напряжение. И вот это поддельное напряжение они подают на АЦП, аналоговый цифровой преобразователь, который уже измеряет напряжение и как бы, ну, анализирует. Не просто анализирует, еще смотрит время, за какое время установилось нужное напряжение. Если это время превышено заданного, то на панели приборов загорается ошибка, машинка с восклицательным знаком и хоп-драйв, но если ошибку считать, то ошибка по линии высокого напряжения, то есть проблема в этом. Дальше. Варианты какие, то есть поломок. Либо напряжение не подается, либо оно подается, но, например, коншина не работает, да, которая от АЦП подает информацию в блок управления, ну, как говорится, в мозги машины. То есть возможно, что напряжение не приходит, это раз, возможно, что коншина не работает, это два. И второе, то, что в принципе измерение напряжения не происходит. Вот, я, значит, что тестером подсоединился к этим проводам, попробовал запустить машину, увидел, что напряжение появляется, то есть 350 вольт было. Вот остались только варианты, что либо измеряем не так, либо что-то с коншиной. Дальше делитель. Разобрал я этот блок, весь снял. Снимать недолго, я думал, тут как-то придется повозиться. Нет. Было самое сложное, но это для меня мокрая работа, когда нужно слить антифриз в тазик, там, чтобы, ну, не разбрызгать, там все это не залить вокруг. То есть, ну, вот это вот, то, что с жидкостью связано, это вот, ну, для меня как бы так не очень хорошо. Все остальное разбирается, отщелкивается, откручивается, все легко. Я его снял, добрался до делителя. Там делитель состоит из двух резисторов по 100 кОм. Один из них убрал и вывел провода от контактов резистора, ну, сюда наружу.
Сделал переменный резистор 20 кОм и напаял два, там вот в кембриках стоят два резистора постоянного сопротивления. Один 10 кОм, другой 75. Вот, получил возможность регулировки. Выставил в максимальное сопротивление, 103 кОм было, попробовал, не запускается. Дальше прокрутил до 93 кОм, то есть деление изменилось. Машина запустилась. Вот. Опять выключил, опять запускается, то есть несколько раз попробовал, ну, будем говорить, заглушил, запустить, все работает. Все, я теперь как бы думаю, что причина была в этом делителе. Мне советовали или говорили, предупреждали, что вот этот делитель, он со временем деградирует, то есть деление меняется, то есть как бы изначально, когда блок новый, деление происходит там, ну, как сказать, с одним соотношением, со временем это соотношение уплывает. Вот. И когда оно уплывает до каких-то там критических значений, на панели приборов выходит ошибка. Вот. Теперь как бы, ну, я думаю, что все хорошо, но какое-то время еще попробую запустить. Сейчас дособеру все, попробую проехать, как машина едет. Вот. И еще что сегодня исправил. Еще одна проблема была, когда нажимал тормоз, то, сейчас я подойду, включалась подсветка панели управления климатом. Так, лайфхак свой. Вот здесь, то есть нажимал тормоз, включалась подсветка. Теперь, сейчас я вытащил лампочку. Вытащил лампочку. Вот теперь, смотрите, вот вставил. Там были микролампы накаливания. Вставил светодиоды. Здесь один, здесь второй. Здесь, видите, синяя подсветка, а здесь белая. Ну, взял два светодиода, белый и синий. Хотел посмотреть, какие как будут подсвечивать. В итоге доволен и синий, и белый. Может быть, даже так и оставлю разных цветов. Вот теперь что? Вот нажимаю тормоз. Ничего не загорается. Но при этом и стоп-сигналы тоже не загораются. То есть как бы одно починил, другое поломал. Здесь вот у меня это красная висит ELM-ка. Работает. Вот это работает, старая моя не работает. Это блютузная. Соединяется, hot drive работает, можно посмотреть все ячейки, какая температура, какое напряжение у них, ошибки можно. Ну вот я им и пользовался этим прибором, когда проверял, как работает, когда ремонтировал. Теперь хочу сделать, восстановить работу стоп-сигналов. Нашел проблему. Проблема там не в плохой массе, где-то в замыкании. Смотрите, вот сейчас лампочка вот та светится правая, да, сейчас нажимаю, включаю левую, видите, ярче начинает светиться. Вот и это светится, вытаскиваю, гаснет, вот. Вот в чем проблема. Смотрите, здесь контакт, ну, один кривой, но более-менее. А с другой стороны вообще загнут. И в итоге в патрон, когда вставляю, здесь же одна лампочка, она и габариты, и стоп-сигналы. Эта лампочка при вставлении она перемыкает контакты, и в итоге цепь объединяется. Вот такая неисправность была. Снова в строю, едем без чьей-либо помощи. Хочу показать, как светят фары светодиодные. Вот смотрите, сейчас еще звук, тишина, и включаю. Вот звук, это вентиляторы на лампочках на самих стоят, на светодиодных, ну такая особенность. И видите, вот два пятна на дороге прям четко видны от каждой фары. То есть обычно такое пятно, да, размывается, эти пятна, и общая зона такая освещения. Вот здесь получается, что два пятна четко выделяются, ну их видно очень сильно.
на дороге. При этом, ну, как бы яркость, ну, вот сейчас смотрите, выключу. Вот. То есть желтый свет фонарей и фары. Фары настраивал. Левая фара, ну, когда только купил машину, левая фара вообще светила встречным машинам прям в лобовик. Правая светила на середину моей полосы. То есть если я двигаюсь по какой-то полосе, то вот правая фара светила на середину полосы. Регулировка, как оказалось, несложная. Там два колесика зубчатых. Есть наверняка специальный ключ, и фары можно регулировать, не снимая передний бампер. Ну, я не знал, поэтому снял бампер, разобрал фары, покрутил, посмотрел, как что двигается, в какие стороны, подрегулировал на стуле. Ну, то есть фары вытащил, положил на стул, отрегулировал и установил обратно. Ну, понял, что можно, имея инструменты, регулировать не снимая. Ну, вот такой свет. В целом обзорность еще попробую снять. Вот сейчас камеру держу на уровне глаз. Вот. И вот фонарный столб, видите, вот я подъезжаю. Если это светофор, ну, я лучше отдельно сниму. Звукоизоляция здесь не очень. То есть вот шум вентиляторов, лампочек, фар в фарах слышен. Слышно работа инверторов сзади, шум от колес. Я утеплил немножко двери передние. Динамиков нет. Вот в эти отверстия шли воздушные потоки холодные. Разобрал, все заклеил скотчем, залепил. Теперь не дует, теплее стало намного. Вот. Но надо, чтобы кузов автомобиля оброс виброизоляцией. Утеплитель небольшой слой, все это сделаем. Ну, когда потеплеет, наверняка уже. Вот, и все будет хорошо. Хочу показать обзорность. Вот сейчас держу на уровне глаз. Видите, вот как, в принципе, наверное, свысока смотрю. Вот, кстати, 47,05 бензин уже стал. Вот, есть момент какой. Когда подъезжаю первый к стоп-линии, где светофор, то я не вижу с правой стороны установленный светофор, какой там свет. Приходится заглядывать вот за ухо, вот так выглядывать, смотреть. Сейчас, если получится, я покажу. Нет, не получится, там зеленый. Проскочим на зеленый. По поводу зарядных станций в городе. Перед тем, как купить машину, посмотрел, ну, видел, что есть станция, по крайней мере, одна быстрой зарядки. Причем мне тогда нужна была именно быстрая зарядка, потому что порт обычной зарядки через 220 вольт не работал. Была зарядная станция Чадема быстрой зарядки. Купил машину, пригнали, поехал на эту станцию. Не работает. Позвонил на горячую линию, сказали какие-то проблемы. Проблемы решат, но через 2 недели то же самое она не заработала. Я опять позвонил. Сказали, с сервером какая-то проблема. Вот, деньги на баланс я зачислил. В итоге сейчас на этой карте нет ни одной зарядки. Но в общении в группе, в чате с местными владельцами электрокаров, электромобилей, узнал, что есть зарядки и в торговом центре, и, ну, есть несколько мест, я пока до них не доехал, и в том числе бесплатная зарядка есть. Вот, я сейчас в основном заряжаюсь дома от 220 вольт обычной розетки. Потребляет, ну, в начале, когда полностью разряжена батарейка, в начале заряда потребляет порядка 3 киловатт энергии. По мере того, как заряжается, потребление снижается. Пробег на одном заряде на этом автомобиле, конкретно на этом автомобиле, 80 километров. Полностью заряжаю,
пробег 80 километров. Заряжаю порядка 4 часов. В конце, когда уже батарея практически полностью зарядилась, потребляет она... У меня есть прибор, который мощность меряет именно в ваттах. Он показывает порядка где-то 400 ватт она потребляет. То есть потребление снижается по мере заряда батареи. Еще хочу сказать про страховку. Мощность двигателя этой автомашины 41 лошадиная сила. Очень мало, как я понял. Не только для динамичной езды, но и для страхования. Страховщики не хотят связываться. Во-первых, с правым рулем проблема. Одна компания, даже оператор проговорила, что сейчас я отправлю ваши данные, пройдет ошибка Е48. Это означает, что правый руль страховая компания не принимает. То есть они уже даже знают коды ошибок и что именно не устраивает страховщика, компанию страховую. Вот. И в итоге что? Нашел, как застраховать через посредника. Страховка обошлась 2400 рублей, и 2000 рублей пришлось заплатить, якобы допов, хотя никаких допов не было, просто, услуги посредника. Вот такая страховка. И причина, почему сложно найти, это первое, правый руль, второе, низкая мощность двигателя. Не хотят с такими машинами связываться. Вот как-то так.